Исландия, страна льда и огня, разноцветные горы, бесконечные луга и озера, лунные ландшафты, потрясающие ледники и вулканы, каскадные водопады и гейзеры. Исландия – это страна, которая покоряет каждого путешественника и никого не оставляет равнодушным. Мы так мечтали попасть сюда. Спустя несколько неудачных попыток, наконец-таки здесь. Когда возлагаешь столько надежд, боишься разочароваться. Но Исландия не подвела. В аэропорту Кефлавик взяли машину в прокате и поехали в столицу. Рейкьявик – это самая северная столица мира. Город довольно гармонично вписался в суровый ландшафт острова. В городе полно симпатичных домиков с милыми деталями. Видно, что люди любят место, где они живут. Один из символов города – лютеранская церковь Хальгримскиркья. Архитектор, видимо, вдохновлялся вулканическими ландшафтами страны. Здание напоминает базальтовые колонны, которые можно найти повсюду на острове. Внутри очень аскетично. Классический скандинавский интерьер, большое количество света. Все это создает атмосферу спокойствия. Когда мы гуляли по улицам, нам встретилось много интересных муралов. На них изображены и современные мотивы, и исторические про викингов, отважных искателей приключений. А еще мы встретили крутой пример современной архитектуры. Это здание Харпа с его стеклянным фасадом, которое выглядит как кристаллические соты. Там сейчас находится концертный зал и общественное пространство. Мы недолго пробыли в городе, двигаем дальше, потому что основная наша цель – это увидеть удивительную природу Исландии. Мы отправляемся на легендарное Золотое кольцо. Холмы, покрытые зеленым мхом и каскадными водопадами, меняются на бескрайние зеленые луга, где пасутся местные лошадки. Здесь думаешь, что названия Гренландия и Исландия были перепутаны. Каждый новый поворот на дороге открывает новые пейзажи. Хочется останавливаться, буквально каждый километр и снимать все, что можно и даже нельзя. Ехать просто по дороге уже кайф сам по себе. Красота этого путешествия находится не только в каких-то достопримечательностях и точках на карте, но и просто сменяющихся картинах за окном машины. Первая остановка – кратер Керрит. Это не просто кратеры, а идеально круглое озеро изумрудного цвета. Зеленые оттенки воды эффектно сочетаются с красной породой. Следующая остановка – Броарфосс. Этот водопад находится в укромном уголке. Вода тут такого ярко-голубого цвета из-за минералов ледника. Выглядит просто потрясающе. Следующий наш пункт – это геотермальная зона гейзеров. Кстати, слово «гейзер» происходит именно от этого места. Когда мы приближаемся к ней, мы сразу чувствуем запах серы. Здесь заметны признаки геотермальной активности, пузырящиеся бассейны с водой и грязью и пар, идущий из-под земли.
Оригинальный гейзер, в честь которого названы все остальные, спит уже лет как 10. Но недалеко есть активный Страккур, который извергается каждые несколько минут на радость туристам. На следующий день мы стояли перед одним из самых мощных водопадов Исландии – Гульфос. Стены каньона усиливают громовой звук воды. Потоки, ударяясь в его дно, поднимают облака из брызг в воздух. Когда стоишь рядом, кажется, что попал под дождь. Дальше наш путь лежит вглубь острова. Люпиновые поля с их яркими оттенками пурпурного и синего создают нежную палитру и оживляют эту суровую вулканическую землю. Сворачиваем с основной дороги к скрытому водопаду Ялпарфос. Он образован слиянием двух рек, падающих среди причудливых базальтовых колонн. Место стоит того, чтобы зависнуть здесь хотя бы на полчасика и насладиться спокойствием без толп туристов. Следующее место точно одно из самых эпичных в этом путешествии – Хейфос. Один из самых высоких водопадов Исландии. Резко падает со скал в высоту сотни метров в глубокий каньон. Когда мы приближаемся к этому водопаду, первое, что слышим, это громовой рев воды, наполняющий эхом каньон. И когда подходим ближе, просто дух захватывает. Головокружительная высота и масштаб, эмоций просто не передать словами. Высокие стены каньона состоят из разноцветных слоев вулканических пород. По ним мы можем прочитать историю этого места. Окруженный отвесными скалами и дикой природой, Хейфос представляет собой потрясающее зрелище. Второй водопад в этом дуэте – Гранни. Он хоть и меньше, но также впечатляет, и вместе они создают гармоничную картину. Стоя здесь, на самом краю каньона, трудно поверить в масштаб происходящего. Сейчас мы направляемся в самое сердце Исландии, в красочные горы Лэнманелоугар. Маршрут сюда – это история о постоянно меняющих сценах, где пустынные лавовые поля уступают место покрытым мхом холмам, а извилистые реки формируют каньоны. Дорога здесь как понятие в принципе отсутствует. Есть только направление. Путь проходит через выжженную лавовую пустыню со всеми оттенками черного. По пути встречается один из самых потрясающих каньонов Исландии с еще одним непроизносимым названием. Его стенами являются отвесные скалы из базальта, а множество водопадов наполняет бирюзовую реку. Контраст на фоне черного невероятный. Путешествие по пересеченной местности становится приключением само по себе.
Пока мы здесь ехали, нас не оставляло ощущение, что мы находимся не на Земле, а вообще на другой планете. Местность тут полностью необитаема, и каждый километр чувство нереальности только усиливалось. Дорога через обширные лавовые просторы в конечном итоге привела нас к речным бродам, который может преодолеть не каждое авто. Честно говоря, после нескольких часов дороги по лунному рельефу не ожидаешь видеть толпы людей и целый палаточный городок. Кемпинг здесь один на много километров в округе, а стоянка в диких местах запрещена. Поэтому все туристы сконцентрированы в одном месте. В кемпинге есть все необходимое. Даже аутентичное кафе в автобусе, отсылающее нас к фильму Into the Wild. Рядом с кемпингом горячие источники, где можно отогреться после похода. Заночевав, утром мы отправляемся в трекинг. Район предлагает несколько туристических маршрутов. Каждый найдет что-то подходящее в зависимости от уровня подготовки. Мы выбрали маршрут порядка 17 километров. Направо пойдешь, в Лэндманлаугар придешь. Само плато представляет собой огромное открытое пространство риолитовых гор, окрашенных в палитру разных оттенков. Эти цвета варьируются от насыщенных красных и оранжевых до ярких желтых и зеленых. Создается ощущение, что все вокруг нарисовано. Эта окраска появилась благодаря наличию различных минералов в результате геотермальной активности. Здесь есть горячие источники, расположенные рядом с огромными полями лавы. В основном эти поля застывшей лавы образовались только 500 лет назад после извержения вулкана. Здесь по-прежнему видны следы геоактивности. Множество фумарол дымят едкими испарениями и создают отложения солей и серы разных оттенков. Эти фумаролы повсеместно здесь, они отчасти формируют удивительные цвета гор. Погода здесь крайне переменчива. По мере подъема нас то и дело накрывает туманом. Жизнь есть даже на высоте, в зоне, где не каждое лето полностью тает снег. В конце концов, облака полностью затягивают горы. В этом тумане, ступая то на снег, то на черный вулканический песок, теряется ощущение времени и пространства. Среди снега то и дело появляются шапки мха насыщенного салатового цвета. Невероятно, но даже здесь природа берет свое. На фоне снега и черного песка все выглядит сюрреалистично. Облака расступаются, и перед нами открываются еще более невероятные виды.
Преодолевая брод, возвращаемся в лагерь через лавовое поле. Хочется задержаться и остаться здесь еще на одну ночь. Посидеть у этих автобусов у костра, послушать байки бывалых путешественников. Но нам пора в путь, как раз в то время, когда полярный закат медленно переходит в рассвет и рисует на небе огненные переливы. Ночуем в кемпинге с видом на тот самый вулкан с непроизносимым названием Eyjafjallajökull, который извергался в 2011 году. Путь снова полон зелени. От того ощущения, будто выбрался из Мордора в Шир или в Ирландию, а в следующем водопаде сидит лепрекон и охраняет свой горшочек с золотом. Силья-Ландфосс является частью реки, которая начинается в леднике вулкана. Его особенность заключается в том, что посетители могут обойти водопад со всех сторон и постоять в гроте за падающей водой, в брызгах которой появляются маленькие радуги. Следующее знаковое место недалеко от основной дороги – водопад Скоггафосс, а река, которая его формирует, тоже течет с этого же ледника. На самом деле река формирует целый каскад водопадов, до каждого из которых можно прогуляться. Ну, а мы туда слетаем. Здесь есть возможность подняться по лестнице и насладиться потрясающим панорамным видом сверху на падающую воду и окружающий пейзаж. В очередной раз убеждаемся, что названия Исландии и Гренландии перепутали местами. Количество зелени просто зашкаливает. Едем дальше и заезжаем на язык крупного ледника, название которого я, пожалуй, раз не буду пытаться произнести. Мы видим его малую часть. В проплывающих айсбергах и в структуре самого ледника заметны слои вулканического пепла. Можно сказать, что лед хранит геологическую историю острова. Под конец дня доезжаем до полуострова Дирхалей, главной закаточной Исландии. Дирхалей примечателен аркой, высеченной морскими волнами в вулканическом пласте. Отсюда открывается великолепный вид на бескрайний океан и черный пляж до самого горизонта. Черный песок создает потрясающий контраст с белоснежной пеной прибоя и бирюзовым океаном. Также Дирхалей славится как место, где обитают тысячи морских птиц, включая символ Исландии – тупиков. Весной и летом здесь можно понаблюдать за ними.
Следующая ночевка в кемпинге национального парка Скафтафел. Это малая часть природного заповедника Ватнайо-Кюдель. Мы отправились здесь в один из трейлов на гору Кристин-Артиндар. По пути нас то и дело погружало в облако, придавая восхождению какую-то особенную таинственность. От ближайших гор чувствуется дыхание холода. Ледник постоянно находится в движении. Пронзительная тишина долин постоянно прерывается грохотом отколовшихся глыб, падающих с отвесных скал. В этом густом тумане это добавляет тревожности. Даже кажется, что начинается землетрясение. В конце концов облака рассеиваются, и перед нами предстает масштабная картина. Море льда, зажатого в долине между гор. На самом деле это огромный ледник, лишь малая часть самого большого ледника Исландии, наверное, меньше 1%. Размах впечатляет. Здесь мы встретили несколько видов птиц. Это и кроншнеп с забавным длинным клювом, издающий смешные звуки, и бегающие среди камней куропатки, которые нас особо не боялись. В целом в Исландию летом прилетает много видов птиц – пикасы, лебеди, утки, тупики, само собой, и множество других. Внезапные новости долетели до нас с появившимся интернетом. На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Такое событие мы не могли пропустить. Но в первые часы спасатели закрыли местность для туристов. Нам не хотелось без гарантии увидеть извержение возвращаться 350 километров обратно в сторону Рейкьявика. Измотанные долгим трейлом, мы решили отоспаться и отложить эту дилемму до утра. На следующий день исландцы уже произвели оценку рисков и разрешили доступ всех желающих. Как только мы это узнали, сразу отправились в путь. С каждым днем путешествия Исландия удивляла нас все больше и больше, и казалось, ну что может нас поразить еще? Но то, что мы увидели дальше, стало самым ярким впечатлением в нашей жизни. На парковке спасатели пожелали нам насладиться извержением. Клубы дыма были видны уже за несколько километров. Дорога к вулкану успела превратиться в самый популярный пешеходный маршрут Исландии. И уже стояли таблички-указатели. 10 километров пролетели незаметно. Впереди уже виднелось жерло. Мы не верили своим глазам, это просто невероятно. Лавовые фонтаны били из-под земли в нескольких местах. В одном месте уже успел образоваться кратер. Лава светилась в закатных лучах солнца, ее свечение было видно издалека. Не решаясь подойти ближе, сначала решили туда слетать.
Осмелев, подошли вплотную к кратеру. Нереальное чувство. Прямо в 20 метрах бурлит адский фонтан из магмы, расплавленный на глубине сотню километров. Земля под ногами дрожит, от нее идет тепло. Уже стемнело по меркам полярной ночи в июле, и лавовая река ярко светилась. Это как живой поток огня, который сметает все на своем пути, но в то же время создает новое. К рассвету поднялись на гору Литли-Хрутур, в честь которой назвали вулкан, чтобы увидеть все с высоты вживую. Сверху чувствуется тепло от лавовой реки. Зрелище завораживает. Проведя на вулкане в общей сложности часов 10 и уже сутки находясь без отдыха, мы поспешили обратно в сторону севера. Впереди еще было много всего интересного, поэтому жертвовать пришлось сном. Дальше национального парка Скафтафелл горы становились выше и острее, а людей все меньше. Недалеко от дороги находится место, где айсберги откалываются от ледника Ватнаjökull и их выносит течением моря. Каждый айсберг уникален и по цвету, и по форме. Они могут иметь оттенки от прозрачного белого до голубого и даже черного. Это зависит от степени сжатия льда, присутствия в нем различных минералов и пепла древних вулканов. Да, лучшего места для созерцания бесконечного вечного не придумать, особенно контрастно после вулкана. Впоследствии морской прибой выносит куски льда на вулканический пляж. Ледяные глыбы на фоне черного песка создают впечатление, что берег усеян алмазами.
Покинув самый уютный кемпинг, поворачиваем на север острова, в сторону городка Гилстадир. Путешествие обретает более созерцательный формат. Если сначала каждую минуту хотелось останавливаться и беспощадно все снимать, теперь хочется просто залипать в красоту из окна машины. Да и погода вносит свои коррективы. До этого дня погода была совсем не исландская. Просыпались под жарким полярным солнцем в теплом спальнике. А сейчас наконец-то дождь. Хотя ветер поднимается такой, что может оторвать дверь машины. Сегодня наша цель – наблюдение. Здесь находится одна из самых доступных колоний тупиков, или паффинов, главного символа Исландии. В общем, готовьтесь умиляться. Эти создания похожи на маленьких пингвинов, прилетают сюда на лето гнездиться. Манера поведения тупика выглядит забавно. По земле он передвигается, держа тело практически вертикально, смешно переваливаясь с лапки на лапку. Еще смешнее он смотрится при заходе на посадку. Отчаянные взмахи небольших крыльев едва удерживают толстячка в воздухе, а широкие лапы уже тянутся вперед и вниз, словно шасси. Людей они совсем не боятся, видимо, привыкли к такому вниманию. Каньон Студлагил расположен в северо-восточной Исландии. Известен он своими впечатляющими базальтовыми колоннами, которые создают уникальный рельеф. Этот каньон был образован рекой, которая прорезала плотные лавовые поля, обнажив ряды базальтовых столбов. Если вы не знали, почему колонны именно шестигранные, вот вам занимательный факт. Когда лава остывает равномерно, она сжимается и трескается под углом примерно 120 градусов, потому что так получается меньше трещин, и пространство заполняется оптимально. Пчелы используют похожий принцип, строя свои шестиугольные соты. Еще одним обязательным пунктом было увидеть китов. У берегов Исландии проходят пути миграции этих невероятных животных, и можно понаблюдать за ними. Здесь чаще встречаются горбатые киты,
Но если сильно повезет, можно увидеть самое большое животное в мире – синего кита. Буквально через 20 минут после выхода в море видим первых горбатых китов. Иногда они выплывают на поверхность и показывают свой великолепный хвост и пускают струю воды. Это большая удача увидеть этих удивительных созданий, которые проплывают в нескольких метрах от тебя. Помимо китов мы увидели и тюленей. В основном они заняты тем, что лениво лежат на камешках. На берегу они такие неловкие, смешно перекатываются с бочка на бочок. Но при виде опасности они быстро ныряют в воду и грациозно уплывают. К сожалению, любое приключение рано или поздно заканчивается, и нам пора возвращаться. Эти 12 дней пролетели как один миг. На обратном пути вновь стараемся удержать в памяти каждый уголок этой потрясающей страны. Уже нет желания доставать камеру. Хочется, чтобы все эти образы и эмоции остались в нашем сознании. Все это время Исландия дарила нам невероятные впечатления, и, честно говоря, было жалко уезжать. Мы влюбились в эту суровую северную красоту, гармоничное соседство людей с ней. Исландия показала нам, что природа может быть одновременно суровой и неприветливой, но в то же время очаровательной и гостеприимной. Мы проехали всю страну, увидели огненные закаты и множество водопадов, потрогали холодные ледники, погрелись рядом с вулканом и прошли много километров по лунному ландшафту. Все это дарило нам как раз те эмоции, ради которых хочется покидать дом и отправляться в путь. Эмоции, которые ценнее всех материальных благ, ведь они останутся с нами на всю жизнь. Путешествуйте, ведь наша планета прекрасна.
Не бойтесь. Ой, дурак. Какой барашек. Ах, барашек какой, а? Шашлык бери быстрей. Напугал. Кто царь горы? Кто молодец? Кто, а не молодец? Я вот тебе скажу, вот те два геологи вулкана зря не прошли, это все система. Вкусно? И вот за него я вышла замуж.